кто вам скажет, что это просто красивенький Prius, ребят, это неправда. Действительно, ощущения абсолютно другие. Техническая начинка от Prius здесь есть, но дело же не только в двигателе, да, и вот в движущей установке, когда ты оцениваешь автомобиль, а ощущения от Lexus CT абсолютно не приусные. Дизайнер этого автомобиля тот же самый человек, который дизайнер всем известным морковником. Это он придумал знаменитый 90-ик там и прочее. Прикиньте, представьте себе, многие не знают, что модель CT появилась аж в начале 2010-х годов. Да, она уже давненько, просто сейчас этот Lexus, самый маленький Lexus в линейке, стал реально популярен. Это полноценный Lexus, версия в спорт тем более это подтверждает. Здесь другие абсолютно настройки подвески не такие, как у тех, которые более бедных комплектаций, кстати, и более богатая тоже мягче. Этот Lexus реально жесткий, чувствует абсолютно все прям стычки дороги. Тем более у этой версии 17-е колеса. У простых комплектаций 15-е дисочки. У этой 17-е и низкопрофильная резина с завода. Смотрите, они умудрились собрать из установки от Prius и из подвески от Королки абсолютно новый автомобиль, который ощущается совершенно не как его вроде бы соплатформенники. Мне нравится, что автомобиль реально управляемый. 2,7 оборота руля. У самой дерганой управляемой Honda Civic 2,1. У этого Lexus 2,7. Поэтому так быстро все приготовились, стабики сейчас не выдержат. Сам конструктор, сам дизайнер в одном из своих интервью сказал, что я надеюсь, когда-нибудь меня попросят сделать для этой машины бензиновую версию. Ну вы поняли. И мне кажется, что вот этой машине вот такой версии прям очень сильно не хватает. Сейчас в условиях санкций, в условиях кризиса бензиновая версия имела бы успех. Конечно, внешность кажется странной. Тем более внешность кажется странной для Lexus, который известен такими солидными, тяжелыми, такими серьезными автомобилями. А это такой А-класс, да? Срезанная жопка, удлиненная крыша. То есть в профиле он даже скорее похож на универсал, чем на хэтчбэк, как по мне. Но это обусловлено аэродинамикой, естественно, потому что они гибридные, все. Любая версия это гибрид. И, соответственно, нужно было добиться хорошего показателя аэродинамического сопротивления. Сейчас я прям вот найду, вот прям скажу. Нет. Дизайнера зовут Осама Садаката. Осама Садаката-сан, да. Самым главным конкурентом для своего детища вот этого он считает BMW единичку. То есть тоже бодрая рулящаяся тачка с такой вот тоже прикольной внешностью. А если еще подумать, что Toyota сейчас подбирается к тому, чтобы захапать BMW, под себя его подмять, то, наверное, вообще интересная история развивается, скажите. Жесткость кузова, это очень важно. Есть здесь демпфирующие элементы, скажу умным словом, на передней оси и на задней оси. То есть не просто жесткая подвеска, есть именно подобие распорок. Я вам приложу картинку, как это выглядит. Ее так вот не видно, если капот открыть, ее там не видно. Она под низом. Просто которая вот именно стягивает дополнительно кузов. Обыкновенный двигатель 1.8, тот же, да, приусовский, по циклу Аткинсона работающий, электроустановка. Они, конечно, написали Lexus Synergy Drive, типа думая, что мы купимся на маркетинговую уловку и будем думать, что Synergy Drive от Lexus это не то же самое, что Toyota Synergy Drive. 136 лошадиные силы. Единственное, что прикольно, что есть спортивный режим. То есть вот этой изящной шайбочкой мы делаем спортивный режим. Он сразу окрашивает приборку в такой тревожный красный цвет. В спорт-режиме батарея отдает больше напряжения. То есть напряжение возрастает до 650 вольт. Система стабилизации, даже если она включена, она все равно меньше реагирует. Конечно, что-то тут есть.
Полностью электрический режим здесь тоже есть. Есть кнопочка EV. На полностью электричестве можно ехать только со скоростью до 45 км в час и не дольше, чем 3 километра. И то это при условии, что у нас батарейка хорошо заряжена. Если честно, так будешь по городу ползать и думаешь, что ты там что-то там экономишь, тебя бибикают все подряд, по крайней мере у нас в Иркутске точно. В целом, да, если сказать, салон простой, здесь ничего вычурного особенно нету. Здесь, в принципе, реально все элементы управления такие аналоговые, все вручную. Здесь есть, конечно, экран мультимедиа, вот он открывается, когда мы запускаем машину. Вот давайте я ее включу. Такой экранчик микроскопический, конечно. Ага, тихо, тихо. Экран выходит, и кажется, как будто он сенсорный, да? Кажется, что на нем можно потыкать, и что-то произойдет. А прикиньте, нет, он не сенсорный. Здесь в качестве управления этим экраном мультимедиа присутствует вот подобная такая мышка, что ли. Ну, реально на мышку похоже. То есть вот здесь вот такой вот джойстичек, которым шевелишь курсорчик. Такой пальчик на экране. Здесь кнопки, Enter, да, что-то типа такого. Ну и вот выход в меню, например. Оригинально, с одной стороны, да, то есть многие люди сейчас любят именно аналоговые функции управления. Это кнопки управления монитором, причем интересно, что его можно вручную открывать-закрывать, то есть даже если у тебя включена машина, а ты ничего не хочешь никак с ней делать, можешь тоже его закрыть. Джойстик управления коробкой. Выбираешь, например, скажем, ну, назад, да, вот, чик, то есть ты включил задний ход. Видите, он вернулся в исходное положение. То есть, не глядя на приборку, ты не поймешь, какой у тебя передача включена, какой у тебя режим сейчас включен. Здесь зато мне нравится вот эта панелька. Все абсолютно кнопки ручные, я прям от этого кайфую. Здесь реально сразу все понятно, что где в плане климат-контроля нужно нажать, чтобы что-то включить. Подогревы, есть подогревы сидений. Сиденье левое, правое, да, соответственно, мы его нажимаем, и вылазит регулятор. То есть ты можешь крутить, выбирать степень нагрева сидения. Крутишь вот эту пипочку и выбираешь. Я реально такой функции регулировки нагрева не видел. То есть можно прям очень тонко нагрев настроить. Ерунда, конечно, вроде бы, да? Достаточно было бы и high-low, как обычно бывает. Но это дизайн, это интересная фишка в автомобиле. Шайба выбора режимов езды. Эко, нормально. Ну ладно, нормально, так нормально. Ну и, конечно, спорт. Спорт делает нас приборку красной. Внешне больше, кроме как по этому признаку, ну еще по надписи «спорт режим», вы никак ничего не поймете. Причем, если вы в спорт режиме, это не означает, что вы не можете ехать на электричестве. То есть он в любом случае, пока ты не разгоняешься, едешь плавно, он в любом случае едет только на электричестве. Просто он будет ехать бодрее, если ты будешь уже ехать на высоких скоростях. Непонятно назначение вот этого кармашка. Ну давайте попробуем, мобилка в него влезет, да? Нет, мобилка даже по диагонали не влезает. Ну я просто, видимо, не шарю. В Японии наверняка есть объяснение, что положить в этот кармашек. Подстаканники шикарные, это мне нравится. Знаете почему? Смотрите, подлокотник в нужном месте и рука прям вот четко кладется на стаканчик, если вот он бы здесь стоял. Обратил внимание, что у отсека для подстаканников по факту не 2, а их как бы 3. Потому что есть здесь еще посередине вот такое углубление, тоже по форме стаканчика, то есть можно разного диаметра какие-то объекты поместить. Тут розетки USB-шные, вон этот. Причем, смотрите, розетки скрываются крышечкой. Розетки скрываются крышечкой. Вот это я люблю, кстати, да. Бардачок один, но мне здесь понравилось не то, что он как бы в принципе есть, да, вот он есть. Он, между прочим, такой с двумя полочками, абсолютно маленький бардачок. Он скорее, знаете, для документов, чем для пачек влажных салфеток. Пачки влажных салфеток вот сюда лучше класть, хотя здесь тоже места не так уж и много. Здесь, да что, закройся, что ты что вредничаешь-то? Мне здесь нравится, что есть у бардачка замочная скважина. Как в былые времена, то есть бардачок можно запереть. В прямом смысле ключом, механическим ключом можно запереть. Вот эта часть у машины, вот эта часть у торпеды мягкая. Оно мне сразу напомнило Toyota Fortuner. Кто не видел выпуск, у меня есть такой выпуск про Toyota Fortuner. Мы его вообще в Таиланде снимали. Регулировки сидений, конечно, механические, но в максималке в версии L сиденья есть даже с памятью положений.
Определенно могу сказать, что автомобиль не для сильно высоких людей, потому что я человек с японским ростом. Я здесь усаживаюсь, конечно, очень хорошо, мне абсолютно комфортно, но нужно учитывать, что здесь посадка низкая, то есть ты в машину падаешь, изящно проваливаешься, пропихивая колени под руль, то есть нужна некоторая гибкость. То есть эта машина не для пузатого, серьезного там какого-то дядьки. Как этот в кино-то говорил, да? У меня там, говорит, мозги, которые в голову не влезли. Есть охлаждение батареи. Мы, кстати, это подобную уже решеточку видели в Lexus GS. Кстати, опять же, кто не видел, офигенный выпуск про гибридный большущий Lexus GS, тоже будет ссылка в описании и в подсказке, переходите, гляньте. Ну вот, смотрите, видите, 90 градусов, во-первых, нету у двери, когда она открывается, а во-вторых, вот сам по себе проем, ну реально для изящных персонажей, то есть я же изящный персонаж. Это просто балет. Мне, знаете, какая мысль мелькнула такая наглая. Вот бы еще доводчики дверей. Можете представить себе здесь человека выше меня там сантиметров на 15, то он упрется спокойно в сиденье коленками. Ну, благо, что оно мягкое, здесь есть выемка, ну, нормально. Также я не вижу здесь на центральной консоли никаких дополнительных розеток, никаких дополнительных там каких-нибудь пепельниц, еще чего-нибудь. Тоже ничего, дополнительных никаких функций нет, то также никаких розеток, ничего. В этой машине 8 подушек безопасности. Есть даже коленные подушки, да, прикиньте. Вот подлокотника посередине тоже нету. Ну, с другой стороны, мы можем считать эту машину пятиместной. Сиденье сзади довольно плоское, то есть не будете там в ямке проваливаться. Но нужно понимать, что автомобиль все-таки действительно компакт-класс. У багажника жалко нету функции открывания, да, сервоприводов никаких. То есть надо все-таки вручную его открыть. Но это же все-таки не GS какой-нибудь, да? Это, можно сказать, младшая Lexus модель. Я вас обрадую, здесь абсолютно нормальный багажник. Смотрите, до задних сидений ровно 80 сантиметров. Шикарно, если еще учесть, что арки почти что не выходят в багажник. Они там внизу, под полом, ну, под основным поликом. О, прикольно, у нас здесь прорезиненные коврички, этот кайф. Причем этот ковричек, кстати, обратите внимание, продолжается на спинке задних сидений. И мы, соответственно, когда положим спинки задних сидений, они будут у нас укрыты вот этим прорезиненным ковричком. То есть все, чтобы было чистенько, хорошо, красиво. Сверху вот эта шторочка есть. Вот видите, хорошая комплектуха. Причем мягкая шторочка, мне вот они мягкие нравятся, потому что ее можно убрать. Всю вот эту штуку целиком тоже убрать. Заглянем вот сюда, в подполье. Подполье двухсекционное. Переворачивать эту штуку нельзя. Запаска настоящая, докатка нормальная. Не эти всяческие накачивательные наборы ремонтные. То есть все полноценно. Ванна причем такая капитальная. Если честно, вот эту вот пенопластовую штуку, если убрать, сюда можно и полноценное колесо брякнуть. Важно сказать про музыку. Здесь с завода хорошая музыка. Я, конечно, не сильно разбираюсь в разновидности в этих фирмах, марках динамиков. Но, как я понял, это хорошая. Я вот напишу в комментариях, напишите мне, хорошая эта марка динамиков, там, системы вот этой музыкальной или нет. Вроде как везде пишут, что хорошая. Давайте положим сиденье. Ну, тоже без сервоприводов, без всего. То есть руками надо толкнуть. Но, в принципе, получается гладко. Ну-ка, до переднего ряда сидений. 1,60 м. Ну, что, меня устраивает. 1,60 м. Известное же дело, что на гибридных машинах по трассе, когда нужно ездить на большой скорости, расход серьезно возрастает относительно городского расхода. То есть по городу реально машина вполне может там 4 литра, допустим, на сотню. Но по трассе, я думаю, не меньше 7. В общем, я машиной очень доволен. Я считаю, что машина хорошая. Я считаю, надо брать. Реально, особенно, знаете, вот именно для городской езды, для использования не на дальние расстояния, шикарный вариант. Конечно, цена серьезная, но что сейчас можно купить за, скажем, за 1,5 миллиона? А нормальный, классный автомобиль пока еще можно, даже в условиях всех этих неприятных событий. Подписывайтесь на канал, делайте репосты в соцсети, все ссылки в описании только полезные, проверяйте, обязательно спускайтесь в описание. И всем пока!